прилетели в город Асуан. Это путешествие я начну на корабле, Почему-то мне это все «Титаник» напоминает. продолжу каретой, Поехали на нашей Феррари. а закончу в корзине воздушного шара. Немножечко так сердечко бьется. Но по пути не упущу из виду ни одну древность. Это какой-то подземный ход. Попробую самые отвратительные блюда Египта Воробьи. и познакомлюсь с зубастыми обитателями большой реки. Хочешь мой нос? Приготовьтесь удивляться. Круиз по Нилу начинается. Всем привет! Мы находимся с вами в Египте. Мне очень хотелось показать вам не all-inclusivный Египет на берегу Красного моря. Поэтому мы прилетели в город Асуан. И отсюда мы отправимся в круиз по Нилу. Нас ждет увлекательное приключение, и я предлагаю вам разделить его вместе со мной. Как обычно, спасибо вам за лайки. И если вдруг вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь. Поехали! А вернее, поплыли! Круиз по Нилу от Асуана до Люксора отправимся на этом внушительном теплоходе. Ну что, добро пожаловать на борт! Почему-то мне это все «Титаник» напоминает. Я надеюсь, нас не ждет та же самая участь. Да, в чем дело? Айсберг прямо по курсу! Ясно. В цене круиза трехразовое питание, услуги личного русскоязычного гида, а также посещение всех основных достопримечательностей. Мы заселились, нас сразу же встречает Гай Юлий Цезарь. Я думаю, что полный обзор круизного лайнера мы сделаем позже. А сейчас пойдем посмотрим номер. Как здесь здорово и уютно. Так, сейчас я все вам покажу. У нас здесь небольшая гостиная зона. Есть шкаф с вешалками, тумбочка, холодильник, спальня, немножко твердая кровать. Ну ладно. Телевизор. Вы посмотрите, какое окно. Вы посмотрите только на окно во всю стену. Круто! Ванная комната. Кондиционера, как обычно, нет, его нужно искать. Я, если честно, ожидала, что будет душ, но здесь ванна. Я удивлена очень сильно. Шаур 2000. А еще здесь есть прекраснейший, просто прекраснейший балкон. Вот так и представляю, что мы будем плыть и смотреть на набережную Нила. Отправление завтра, так что есть время изучить Асуан. Это самый южный город Египта, древний пограничный форпост. Но местные достопримечательности вряд ли можно поставить в один ряд с египетскими хитами. Интересен скорее не сам Асуан, а его окрестности. На западном берегу Нила находится один из главных шедевров древнего Египта. Мы специально ехали сюда 3 часа из Асуана, чтобы увидеть этот уникальный храм. Храм Абу-Симбел. Большой храм Рамзеса стоит того, чтобы ехать к нему 3 часа по пустыне. Смотришь на это сооружение, сердце замирает. К слову, фараон был еще тот сердцеед. Он имеет много жен, более 100 официальных жен, более 50 неофициальных жен. Но Нефертари была любимая. Самая первая любимая. Самая первая. Самая первая, самая любимая. И говорят, что Нефертари это не была сестра. Я точно знаю, что она не была сестра. Хорошо? Потому что она темная кожа, он светлая кожа. Есть другая версия, говорит, он был, она его была дочка. Да? Дочка, да. Потому что он при своей жизни, он был женат и на 3 дочери. Он всегда был такой странный человек. 4 огромные статуи. 3 изображают божеств, главных покровителей Рамзеса. На лицо портретное сходство с самим фараоном. Это 4-я фигура. У Рамзеса была небольшая странность – отождествлять себя с богами. Высокий, стройный, спортивный. Рамзес II, уважаемый, смотрите на колоссы. Здесь свою корону. Что? Там на верхней. Это который называется двойный корон. Просто в Египте до объединения была корон для юг, корон для дельта. Потом, когда объединили страну, сделали 2 короны вместе.
В это сложно поверить, но огромные помещения храма были высечены внутри скалы. Всего 4 основных зала, каждый последующий меньше предыдущего. Это в молодом, во время своего молода. Это в Рамзес Это все самые. Это все скульптуры Рамзеса, да? Еще одна поражающая воображение особенность большого храма, из-за которой в Абу-Симбел ежегодно едут тысячи туристов – игра света. Именно 22 февраля и 22 октября с первыми лучами солнца каменное лицо фараона освещается. Длится это всего каких-то пару минут. Такой удивительный эффект удалось создать благодаря точным вычислениям древних астрономов. И именно эти даты выбраны неспроста. 22 февраля – это день рождения фараона, а 22 октября – день начала его правления. Рядом храм той самой Нефертари. Статуя на входе поменьше, но, как мне кажется, изящнее. Говорят, красиво была жена царя, прямо как корова. Не волнуйтесь, от такого сравнения сама Нефертари была бы в восторге. Она богиня красоту, потому что глаза коровы всегда египтянин связывает красота с глазами коровы. У нее большие карие глаза. Египтяне, каждая девушка у нас в Египте, которая с большими карими глазами, мне дают как ты красивая, как корова. У нас это не оскорбление. Не оскорбление, да? Это комплименты. Пожалуй, оставим эти два чудесных храма в их вечном покое. Гид спешит показать любимое место здешних кулинаров. Мы на рынок идем, на рынок специй. А там только специи продаются? Все продается? Все это, конечно, громко сказано, но специй и трав тут и в самом деле несметное количество. Есть и совсем экзотические товары – рыба с душком. Едят ее во время праздника весны, который называется Шам-эль-Насим. После вас следующий день. Он А, Пасха да? и отмечаем. Нравится? Все это обязательно на этом празднике. Пахнет? Ну, пахнет, можно тебе ужасно, но нам вкусно. Нормально пахнет. Нормально? Соленостями, ну чуть-чуть так есть. А так пахнет вообще нормально. Соленой рыбой. Чуть-чуть протухшей, правда. Ну не отвратительно. Вообще не отвратительно. Да. Они его добавляют с лимоном. С лимоном? Салатом, и так С паприкой далее. какой-нибудь. Становится очень вкусно. Традиция есть такую рыбу еще с фараонских времен. Съедобное искусство, как оно есть. Так, а что это за магазин такой? Это Здесь столько много раритетного. сушеные финики. Это разный вкус. Разные финики. Это суданский перец. Острый? Очень острый. Шишки продаются? Откуда Да. шишки-то? Корда. Это называется flower dine. А если по-русски? Флауэрдайн, двайн, это же елка, да? Я могу ошибаться. Это же ромашка. Наша любимая ромашка. Столько его- всего, я даже не представляю, как можно это очень- использовать. А как насчет напитка от высокого давления? Это сок, по его воды заваривает, становится мягким и размыт в воды, потом он начинается его пить. Для высокого снижает давление. Что снижает, да? Снижает давление. Это после душа? Aftershave называется. После бритья? Да, после бритья они его сделают, становится хорошо. Мягким? Для кожи, да. Ароматы такие, что без покупок отсюда едва ли унесешь ноги. Я, как обычно, купила черный перец. И штука, у которой нет названия. Я не знаю, как она называется? Штука, которая называется шепа, говорят, будет увлажнять кожу. Проверим. Я тебе скину его в интернет.
Берем шоколад из кофе. Хорошо. Ой, а еще и подарок. Да. Арахис с конфетками. Как мило. Сладкое на десерт. А пока гид ведет меня в ресторан, в который туристы заглядывают редко. И сразу пир горой. Самое вкусное блюдо здесь. Самое вкусное блюдо у нас кофта. Кофта? Кофта. Это шашлык. Египетский шашлык. Мы А- называем шашлык. Мясо какое? Мясо говядины. Воробьи. Как называемся? О, такое название. Не бойся. А бульонка на чем? О чем? Да, какое мясо? Это говядина. Говядина? Точно? Просто очень страшно есть... Название страшное. Название Ну, страшное, после того, как здесь голубя можно легко поесть. Я уже думаю, можно и воробья для бульона использовать. Кто же знает. Попробуй. Вроде бы не воробей, наверное. Сейчас поужинаем и еще можем 2 суток не есть. По меню вы заказываете только основное блюдо, например, это у нас кебаб, кофту или курицу. А все остальное уже приносят к нему. И одно блюдо стоит 100 фунтов. Это на русские деньги примерно 450 рублей. В принципе, просто копейки и очень вкусно. Но это не туристическое место, и я обязательно, как обычно, оставлю геолокацию внизу под видео. Поужинали, идем к кораблю. Там мне предстоит переночевать. А на утро снова продолжить экскурсию по Асуану. Но из-за манеры вождения местных автомобилистов, кажется, шансов добраться туда все меньше. Переходим. Это вот так вот. Мы переходим дорогу, а там как повезет. Перейдем или не перейдем. Почему не сделать светофоры? Ой, пешеходный переход, они тоже не остановятся, по-любому. Как часто сбивают людей? Часто. Часто? Часто, просто вы карьеры не видели? Видели. А вот карьера это не считается. На следующий день уже с другим гидом приехали к легендарной Асуанской плотине, которую построили советские специалисты. 12 генераторов снабжают электроэнергией почти четверть Египта, а в этой стране, на секундочку, более 10 миллионов жителей. Высота этой плотины 111 метров, длина 3830 метров, почти 4 километра. Плотин, кстати, 2. Первую построили англичане еще в начале 20 века. Советское сооружение, которое возвели в 1960 году, выше по течению. Вся вот эта вот техника, она помогала в строительстве дамбы. И она, в принципе, из России, вернее, тогда из Советского Союза. Вот, допустим, этот трактор челябинский. Строительство плотины – событие масштабное. А значит, и монумент, подумали тогда в СССР и Египте, просто необходим. И сейчас мы поднимаемся на смотровую площадку монумента арабско-советской дружбы. Вид сверху завораживает. Отсюда просматриваются практически все большие древности Асуана, в том числе остров Филе и его неповторимые храмы. Мы плывем к храмовому комплексу Филей. Но это были бы не египтяне, если бы не расстелили передо мной прилавок с украшениями. Да, прямо в лодке, или как тут ее называют, филюки. Нубия? Это все нубийское, да? Да. Красота. How much? $1. One. За $1. Думаю, надо взять скоробейчика. Вопрос какого?
Храм Исиды, богини женского начала и материнства, однозначно входит в десятку самых красивых религиозных сооружений Египта. Вы только посмотрите, какие фрески. Бонусом мистическая атмосфера. Во время строительства плотины случилось страшное. Храмы острова Филе, как и Абу-Симбел, оказались полузатопленными, но, к счастью, их удалось спасти. Красиво здесь, очень необычно то, что зелени много. Ну, хотя, может быть, ладно, это немного зелени. Но красиво. Какое такое чувство умиротворения. Птички поют. В Египте, конечно, нужно быть внимательным. Если тебе хоть кто-то, хоть как-нибудь помогает, значит, нужно дать на чай. Ну, это либо принимаешь, либо нет. Но они очень стараются заработать немножко денег. А это самый известный в этой стране недострой, одна из древних загадок Египта. Мы приехали к неоконченному обелиску. Если честно, я его представляла немножечко по-другому. По-моему, он вообще не начинался строиться. А почему он лежит? Потому что, вы знаете, это недостроен, не закончили строить. И пускается вот. Почему через вот один месяц они узнали, что камень не очень. Да? Да, почему? Вот. Это потрясечно пошло. И решили сделать еще обелиски, но поменьше. Использовали, держите, тяжело, почти вот 5 килограммов. Нормальный такой камушек. Да. Так, И вот этим камнем долбили. попробуй. Вот, молодец. Еще раз. Сильно. Так мне жалко. И хотя точную дату строительства обелиска установить невозможно, некоторые ученые относят его к эпохе Великих пирамид Египта. Если бы обелиск удалось закончить, в высоту он был бы более 40 метров. Сейчас я вам покажу, как они делают. Вот так. Видно? Да. И так далее. За 10 месяцев. Вот это вот за 10 месяцев сделали. Да. Ровно. Ровно. Все-таки древние египтяне были инопланетянами. Громадный камень. Я не представляю, как можно было сделать камнем, из камня такую махину, ровную причем. А потом еще этот камень перевести на место, где он должен стоять по задумке. Ненадолго забежала на борт, переодеться. Друзья, сегодня я решилась на беспрецедентный шаг. Я решила одеть платье. Наш гид сказал, что он в этом ничего страшного не видит. И проведем сегодня эксперимент, будет ли мне в платье комфортно или нет, потому что, как я говорила, мы находимся сейчас в том месте, где за ношение платьев или юбок выше колена порицают. Ну, у меня чуть ниже колена. Ну что ж, проведем эксперимент. Вот так налегке едем в Асуанский ботанический сад. У нас в Египте только 7 ботанических садов. Но это считается один из самых красивых. На территории 6 гектаров более 400 видов субтропической флоры, в том числе редчайшая коллекция пальм. Оно пустое. Внутри. Внутри. Давайте я вам. Да, слышно. Кто? Кто в домике живет?
эвкалипт. Сразу же, когда слушаешь аромат эвкалипта, кажется, что ты болеешь. Потому что ты обычно же его используешь, когда там кашель, простуда какая-то. Это красное дерево, да? Вот это, которое называется красное. А из него делают лодки, Лодки, мебели. мебель. Оно тоже очень крепкое. Нельзя сказать, что местная флора невероятно уникальна, если не брать в расчет пальмы. Но часовая прогулка по ботаническому саду – хороший отдых перед отправлением в нубийскую деревню. Ну, у меня еще не самое короткое платье, поэтому, наверное, можно чуть-чуть подрасслабиться. Снова усаживаемся в Филюку – курс к Нильским порогам. Пришвартовались на песок. Пойдем проверим воду. Да она ледяная. Холодная, конечно. Все, ноги окоченели. Галочку, что я помочила ноги в Ниле, я поставила себе. Но вот купаться все-таки холодно еще. Если честно, у меня было предубеждение по поводу Нила, что это очень грязная река. Но, как вы видите, это неправда. Добираемся до деревни нубийцев. Сразу понятно, тут не заскучаешь. Это наша последняя точка перед отправлением круизного лайнера. А у нас в России такие дыни продают на рынках, чтобы ели. Серьезно? Да. Какой резкий запах. Красиво как лежит. Ну, посмотрите, вообще просто красота. Куркума, Карри. шафран. А Млака – это имя хозяина. Да. Все дома подписаны и написано имя хозяина на нем. Или фамилия. Жители деревни приветливые, их домашние крокодилы тоже. Да-да, вы не ослышались, практически в каждом нубийском доме живет крокодил. Мы идем в нубийский дом. Я, если честно, не знаю, что здесь сейчас будет. Здесь представление какое-то будет. Живой. Он точно не укусит? Боже мой, какой он лапочка. Такой он мягкий. Что такое? Съем тебя. Хочешь мой нос? Этого малыша я не боюсь. Ему всего 3 месяца. Он еще малыш совсем. По-моему, ему нравится, что я его глажу. Нубийцы проживали когда-то на территории, что теперь заняло озеро Нася. Народ немногочисленный, живет бедно и в основном за счет туристов. Пойдемте зайдем не в туристический дом. Смотрите, простой дом, и смотрите, как он украшен. Like an angel. Думали, что это не туристический дом, а все равно сюда приводят туристов. И хной рисуют, и каркаде наливают. И как ресторан работает. This is my sister. Is your sister? Yeah, I have wife, another place. But this is my family house. Понимаю, что здесь в любой дом можно зайти, и тебе нальют каркаде, накормят. Ну что, пора прощаться с Асуаном. Плывем к теплоходу «Принцесса Сара». Смотрите, вот эта гостиница называется «Ол Катаракт». Здесь жила очень долгое время Агата Кристи и написала здесь свой роман «Убийство на Ниле». А жила она здесь, потому что ее муж участвовал в стройке первой плотины.
Ну что ж, наконец-то мы отплыли. Следующая наша остановка – это Ком-Омба. Пока, Асуан. И пока есть у нас немного времени, я проведу вам экскурсию по кораблю. Давайте начнем с зоны ресепшн. Вот такой вот небольшой, очень уютный холл с лепниной. Слева у меня зона ресепшена, есть почтовый ящик, так что если вы купите открытку и почтовую марку, вы можете здесь отправить себе открытку. Пошлите наверх. Каюты, кстати, расположены на 2-м, 3-м и 4-м этажах. Мы поднимаемся сейчас на 3-й этаж, и слева от меня находится бар. Все, что вы заказываете в баре, будет записано на счет вашего номера, вернее каюты. А когда вы будете выезжать, вы просто заплатите. Если вы хотите попить чай или кофе на обед или ужин, за это придется заплатить. А еще здесь есть вот такой вот магазин одежды. Стоит вот это платье очень дешево. То есть $3, $5. Это примерно $7, наверное. Тоже $5. Здесь же вы можете купить сувениры. Почему-то сейчас все закрыто. Можно купить золото, сделать свой картуш. И хочу обратить внимание на открытки. В Египте отвратительные открытки. Великолепнейший храм Абу-Симбел. Просто прекраснейший. Какую открытку можно сделать? Ну, посмотрите, что сделают. Люди какие-то приплюснутые. Храма вообще не видно. Может, свои услуги им пофотографировать не предложить, я не знаю. И вот такие открытки, в принципе, по всему Египту. Ну, по крайней мере, где мы были. Что здесь? Можно купить путеводители и вот такие вот замечательные платки. Слушайте, платки на самом деле тоже стоят по $5. Я удивлена немножко ценой, потому что обычно на таких местах цены просто завышают раз в 10. Платки продают из берега, и с лодок то и дело оккупируют большой теплоход. Настойчивости этим торговцам точно не занимать. Прибываем в город Ком-Омба, что почти в 45 километров от Асуана. И тут тоже масса древних строений. Что это? Я думаю, что это какой-то подземный ход. Этот вот здание называется Ниламер. Как узнали вот уровень воды? Можно было туда спуститься, да? И вот это дерево соединяло камни, чтобы они не расходились. Реально дерево. Я очень хотела увидеть любой храм в темноте, потому что в этот момент он кажется каким-то мистическим. И Ком-Омба сделал мне такой подарок. По пути к Люксору еще храм, в этот раз посвященный одному из главных богов древнеегипетского пантеона – богу неба и солнца Гору. Мы сейчас едем в храм Гора. Есть два варианта. Можно поехать на карете, а можно поехать на тук-туке. Ну, на карете мы сегодня еще покатаемся, поэтому мы выбрали тук-тук. Здесь так шумно. Просто все кричат, мне кажется, друг друга перекрикивают и не слышат друг друга. На тук-туке доезжаем ко второму по величине храму в Египте и самому большому из тех, что посвящены Гору. Здесь сейчас совершенно нет туристов, но именно на этом месте продолжают вести раскопки. По рисункам внутри и с помощью гида можно освоить древнюю письменность. Но лягушка это 100 тысяч. 100 тысяч. Это значит... 1 миллион 300 тысяч, да? 1 миллион 300 тысяч 30. Это по 10 тысяч. 30.
300 тысяч, 30. А этого по 1000? 1 миллион 333 тысячи 331 человек. О, расшифровали. Едем к Карнакскому храму, еще одному шедевру древних строителей. Расположен он в 2,5 километрах от Люксора. Карнак – это не один храм, это как комплекс, храмовый комплекс. А сколько храмов в Древнем Египте строили здесь? Строили 22 храма. Что мы нашли? 3. А что мы увидим сейчас только 1. А остальные Под городом. под городом? Да. Да, и вот эти 3 храма, которые мы нашли, их нашли под городом. Поэтому у нас большой проект. Они хотят, знаете, убрать все эти дома, кабат и найти вот эти храмы. Точка отсчета основания комплекса считается 2200 год до нашей эры, но это не точно, говорят ученые. Высота этой стены 20 метров, а длина 550 метров, ширина 480 метров, толщина стены 12 метров. Неподалеку от Карнакского храма Люксорский. Соединяет их 3-километровая аллея сфинксов с телом льва и бараньими головами. Сколько лет они строили этот храм? Очень долго. Почти его 2000 лет. В Древнем Египте считали, что Люксорский храм – место, где Амон-Ra жил, а Карнакский – где работал. Трудился он 11 месяцев в году, так же, как сегодня простые смертные. В Древнем Египте, как вы знаете, что Египет разделялся на 2 части. 3500 лет до нашей эры фараон, его назвали Мина, он соединил Египет. У этого фараона были, можно сказать, 2 проблемы. Первая проблема – у нас есть столица здесь, а там есть еще столица. Он хотел строить новую столицу, где будет посередине, которая сейчас называется Мемфис. Решил первую проблему. А вторая проблема – это вера. Эти люди, которые жили здесь, у них Амон. А люди, которые жили там, у них Ра. Кто будет, Амон или Ра? Амон-Ра. Амон-Ра. Но жрецы сказали ему: извините, ты дурак, это невозможно. Амон значит скрытый, а Ра это значит солнце. Как можно сказать скрытое солнце? Ну, этот человек был такой умный, мудрый и хитрый. Он сказал им: Амон и Ра это один Бог. Ну, вы не понимаете, а вы не хотите понимать. Они сказали ему: пожалуйста, объясните, это как? Он сказал им: легко, день и ночь. День это Ра, а ночь это Амон. Друзья, последний храм, который я хочу вам показать, это храм царицы Хатшепсут. Это самая популярная и почитаемая царица Древнего Египта. И вы только посмотрите, какой храм она себе построила. Хатшепсут – фигура незаурядная. Будучи дочерью фараона Тутмоса I, она практически сразу после смерти отца вышла замуж за родного брата и стала одной из самых влиятельных персон царского двора. Ох уж эти египетские страсти! К слову, в Древнем Египте Нил делил страну на 2 части. На восточной люди жили, на западной строили гробницы и, можно сказать, умирали. Такое разделение было из-за солнца. Встает оно на востоке, а садится на западе. Долина царей – грандиозный некрополь на западном берегу Нила. 5 веков древние египтяне хоронили тут своих правителей. Город мертвых – так называют это таинственное место. Усыпальниц тут великое множество, но, пожалуй, самое интересное из них – это гробница Тутанхамона. И не потому, что он был великим фараоном, а просто она единственная, что не была разграблена и сохранилась в первоначальном виде. Здесь, конечно, интересно, но жутковато. Пора, пожалуй, возвращаться в город живых. А сейчас мы отправляемся на прогулку по Люксору. А поедем мы на карете. Поехали на нашей Феррари. Да.
У Феррари немножко амортизация хромает. Сейчас утро, 3:30, и я встала так рано неспроста, потому что меня ждет полет на воздушном шаре над долиной царей. Вот скажите, зачем мне это надо? 3:30, я могла еще спать. Причем сегодня нас ждет очень долгая дорога до Каира. Об этом я расскажу отдельно, дальше. Ну ладно, пойдемте посмотрим. Вообще скажу, стоит ли лететь на этом воздушном шаре. Лететь, конечно, стоит. С высоты птичьего полета долина царей прекрасна, но на душе неспокойно. Сейчас немножечко так сердечко бьется. Что я сейчас заметила, может быть, это преждевременный вывод, что шары не летают высоко, они примерно идут все на одной высоте. Не знаю, возможно, это связано с тем, что несколько лет назад шар, который летал здесь, сгорел и упал. Может быть, поэтому мне не страшно. Дальше идет празднование, что мы прилетели целыми и невредимыми. Чувствуется, что люди рады, что приземлились. И все живы и здоровы. Гид знакомит с неким господином Ашурой. Пара секунд, и становится ясно, этот тоже настроен мне что-то продать. Давайте теперь познакомим. Меня зовут Иван Иванович Иванов. Совсем не похоже. Я здесь буду вашим гидом. Расскажешь у вас, как мы делаем наш сувенир из египетский настоящий, натуральный, разный камень. Первый камень, который у нас есть, и самый популярный камень, называется мрамор. Но мрамор бывает в Египте три разных цвета. Например, первый цвет, а второй, третий, зеленый. Молодцы. Неожиданно каменных дел мастера проявляют весь свой певческий талант. Что не сделаешь, лишь бы расстаться с товаром, получив за него пару-тройку сотен египетских фунтов. Молодцы. Давайте в руках взять оба. Хорошо? Вот. После этого зеркала мы шлифуем вазу с файлом. Как этот человек здесь. Стой. Работать. Побыстрее. Стой. Вот. Видно, все автоматика здесь. Но в конце они у вас дали красивую вазу с мрамор камень. Посмотри, как светится. Вау! Не-не-не. А второй раз. Молодцы. Вот, посмотри, как она легкая сейчас. О, вообще легкая очень. Вот. Была вот так. Держи это. Ну, это значит это. Это настоящий мрамор камень. Хорошо? Это ручной работа. Огромная разница. Огромная. Это настоящий натуральный базар. Ну, бывает в Египте или везде сиревый цвет. Это настоящий натуральный камень. Потом у нас есть этот человек здесь, называется Crazy Picasso. Пикассо, он сделает красиво квадратная картина из известного камня. Этот человек здесь называется место Лова. Он сделает разные вещи. Он может быть сделать красиво обелиск. Пример. Здесь он написал 2021, Люксор, Любовь, Египет. Но здесь можно написать ваши два имя на русский, на арабский, на английский, либо вы хотите. Тоже они сделают красивая пирамидка, это подсвечник. Посмотри как. Вау! Тоже они сделают красивая кошка, собака, верблюда, жук-скоробей, слони. Какой ку-ку-ку? Хорошо. Вот, ребята, спасибо за меня слушаешь. Надеюсь, вы что меня понимаете? Да. Или да? Да. Вот, спасибо, давайте закрыть там внутри. Спасибо.
Базальт, малахит, лазурит, оникс. Каких только камней тут нет. И все сплошь натуральное. Если, конечно, верить этому настойчивому продавцу. Это называется люневый камень. Что такое люний камень? Люний камень обязательно как ваш янтарь, но это светится в темноте. Видно как? Называется люний камень. Спасибо. Шукран. Ребята, у вас есть ваше время, не стесняешь, торгуется, это традиция. Торговаться-то можно, но как узнать первоначальную цену? Это фабрика. Значит, выбирай, потом торгуется. Это наша традиция. Интересно. Да, вот, это традиция на всех. Вот и подошел к концу мой круиз по Нилу. Пересказать всю экскурсию полностью вряд ли можно. Но вы наверняка уже поняли, она невероятно интересная. Смотрите документальные фильмы об истории Древнего Египта, а лучше приезжайте сюда, чтобы лично все увидеть. Гид в этом не помешает. На этой ноте наш круиз заканчивается, и я хочу поделиться с вами одной историей, чтобы вы не сделали моих ошибок. Я наивный человек, думала, что мы легко сможем купить билеты на самолет и сегодня спокойно улетим в Каир, но не тут-то было. Билетов нет, поэтому мы приехали на вокзал, и сейчас на поезде нас ждет долгая 9-часовая дорога до Каира. А что самое интересное, мы хотели поехать в спальном вагоне, но по какой-то необъяснимой причине спальных вагонов нет. Поэтому пойдемте посмотрим, что из себя представляют египетские поезда. В общем, друзья мои, пожелайте мне удачи доехать до Каира. Чувствую, ночь будет очень веселой. Ставьте лайки.